Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями. В Азербайджане есть партия Единого народного фронта Азербайджана. Так, и вот эта партия призывает, как бы сказать, чтобы Азербайджан восстановил полный контроль над Карабахом. Вот как раз статья по этой теме, сейчас ознакомлю. Азербайджанская партия призывает к полному восстановлению контроля над Карабахом. Принятая Сенатом Франции 15 ноября 2022 года антиазербайджанская резолюция противоречит международному праву и проистекает из ненависти Парижа к Анкаре и Баку. Об этом говорится в заявлении партии Единого народного фронта Азербайджана. Принятая позорная резолюция призвана защитить породившую оккупацию и военные преступления, геноцид, убийство мирных жителей ракетными обстрелами, этнические чистки, убийство пленных пытками, Армению, оправдать кровавый сепаратизм, запугать Азербайджан, который хочет восстановить государственные границы и государственный суверенитет в рамках границ, признанных ООН, и заставить Баку пойти на уступки. Для страны, прошлое которой полно кровавых расправ, а сегодня политического лицемерия, обвинять в чем-то Азербайджан неприемлемо, говорится в заявлении партии. В партии призвали правительство пересмотреть отношения с Францией во всех сферах, отказаться от ее посреднических услуг. В этой азербайджанской партии также заявили о необходимости выдвинуть новые требования об извинениях народу Азербайджана за ущерб, причиненный национальной экономике, выплате компенсации, привлечении к ответственности виновных в совершении военных преступлений, а также отметили необходимость восстановления государственного суверенитета в Карабахе, где проживают этнические армяне, и государственной границы в Лачине. В общем, вот, все сейчас уже даже в Азербайджане призывает партия, чтобы эта территория была полностью под контролем Азербайджана, как бы сказать, территория это и есть азербайджанская земля. Пускай Ильхам Алиев дает приказ, чтобы вооруженные силы Азербайджана очистили эту территорию и присоединили Карабах как бы уже все официально к Азербайджану. И вот там Рубен Варданян сейчас, этот министр, госминистр, там паникует. Заявил о необходимости принятия сложных и непопулярных решений. Вот он собрал свой совет, вот он тут сидит, флаг Карабаха. Заседание правительства Республики Карабах под председательством государственного министра Рубена Варданяна состоялось в среду. Он тут паникует, что у них очень тяжелое финансово-экономическое положение. Сейчас там очень сложные условия и не позволяют работать в прежнем режиме. Кризисная ситуация требует правильной оценки имеющихся возможностей и ресурсов для максимально эффективного использования с учетом вызовов сегодняшнего дня. У них вызов основной, сейчас скоро Азербайджан будет освобождать свою территорию. Им уже будет не до экономических проблем уже там. Так, у нас есть серьезные проблемы, в том числе большой дефицит бюджета. И для решения этих проблем необходимо принимать сложные, иногда даже непопулярные решения. Иначе мы не сможем преодолеть кризис. Говорю это не для того, чтобы мы все это ясно представили, реальность и понимали, что вместе нам предстоит преодолеть множество сложных испытаний, подчеркнул Варданян. Испытания сейчас будут уже такие серьезные, что им надо уже армию свою готовить, потому что сейчас уже там не до экономики им будет. Сейчас вооруженные силы Азербайджана, уже даже американцы вон сообщили, что лучше американским, как сказать, гражданам не появляться в Карабахе вообще от слова, подальше держаться, там может военные действия начаться. И на границе Армении и Азербайджана лучше в этих районах, вот, озеро Геюча, здесь вот сюда вниз, тоже не появляться, здесь тоже будет ситуация. Ну, практически по всей границе сейчас что-то начнется уже. Так что уже не до экономики, там будут другие проблемы у них. Вот РБК не опубликовал интервью с Рубеном Варданяном из-за угроз азербайджанских пользователей. Это пишет армянское издательство «Новости Армении». В общем, напугали этого корреспондента, вон, видите, на фотографии, типа азербайджанцы ему угрожают, а вот Варданян стоит рядом.
Ереван, новости сегодня. Так, телеканал РБК не опубликовал анонсированное Ильей Дороновым, вот Илья Доронов, эксклюзивное интервью с госминистром Карабаха Рубеном Варданяном. Так, а почему? Илья специально ради этого интервью посетил Армению. Разговор был снят и анонсировал им уже все, но РБК отказывается публиковать его. Причина отказа – угрозы физической расправы, которые Илья и члены его семьи получили после анонса интервью в соцсетях от азербайджанских пользователей. В общем, азербайджанцы решили наказать этого Илью, как его фамилия уже тут забыл. В общем, вот он, Илья этот, и теперь он боится даже, что опубликовать статьи Варданяном, потому что, говорит, можешь пострадать физически, типа. И его семья тоже. Ну, не знаю, правда, неправда, это армянское издательство пишет. Так что, видите, другие даже боятся, российские эти корреспонденты, публиковать статьи с этим так называемым министром, потому что могут пострадать. Азербайджанцам это очень не нравится. Ну, и Ильхам Алиев сказал, что очень недоволен назначением Варданяна конкретно этим госминистром. Вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.